Кишечник играет важную роль в нашем организме, перерабатывая пищу и удаляя из нее ненужные отходы. Однако иногда наш организм не справляется полностью с этой функцией, и токсичные вещества начинают скапливаться в толстой кишке, нанося ущерб всему организму. Китайская медицина с ее древними традициями предлагает интересные методы для эффективной чистки кишечника, включая правильный рацион. В этом выпуске мы расскажем вам о том, как избавиться от вредных шлаков и поделимся интересной и полезной информацией. Надеемся, что вы найдете эту тему увлекательной и полезной для себя. Часто мы не задумываемся о том, что наш организм может накапливать в себе вредные шлаки. Но и те моменты повседневной жизни, когда мы часто прибегаем к фастфуду, полуфабрикатам, сладостям, к жирной, соленой и копченой пище. В результате наш организм получает множество токсичных веществ не только извне, но и внутри нас самих в процессе обмена веществ. Негативные факторы, такие как инфекции, курение, употребление алкоголя, плохое качество питьевой воды, химически обработанные овощи и фрукты, лишний вес, малоподвижный образ жизни и постоянные стрессы ставят огромную нагрузку на наши главные фильтры, а именно печень, почки и кишечник. В результате могут образовываться камни в почках и желчном пузыре, а также каловые камни в кишечнике, которые к концу жизни могут достигать веса до 5 килограммов. Симптомы загрязненного организма включают бессонницу, трудности с пробуждением, усталости с самого утра, запоры или поносы, выпадение волос, зуд кожи, раздражительность и повышенную подверженность сезонным вирусным заболеваниям. Чем больше таких признаков мы обнаруживаем у себя, тем больше необходимо провести очищение кишечника. Однако важно помнить, что специалисты настоятельно не рекомендуют проводить клизмы, так как они могут вызвать воспаление желудка и кишечника, смещение камней в желчных протоках и дисфункцию желудочно-кишечного тракта. Но не отчаивайтесь. Существуют безопасные и комфортные методы естественного и полезного очищения кишечника. Все, что вам нужно, это употреблять вкусные продукты, которые помогут эффективно очистить кишечник. Если вы стремитесь к улучшению самочувствия, повышению выносливости и уровню иммунной защиты, обратите внимание на следующие рекомендации. Как это делают в Китае? Многие века назад медики из Китая заметили, что некоторые продукты могут эффективно очищать кишечник, активизируя его перистальтические движения. А один из таких бесценных подарков природы – это ламинария или морская капуста. Она широко известна своим обогащенным йодом. Благодаря этому свойству она способствует ускорению обмена веществ, сжиганию жиров и улучшению пищеварения, так как пищевой комок двигается по кишечнику эффективнее. Еще один плюс – это низкая калорийность морской капусты, что делает ее прекрасным выбором для тех, кто следит за весом. И это еще не все. Морская капуста также обладает удивительным свойством. Она способна связывать тяжелые металлы и выводить их из организма, что может быть важным для поддержания здоровья. Исследования показывают, что регулярное употребление ламинарии может даже помочь в профилактике онкологических заболеваний. Китайцы используют ламинарию в разных формах. Едят ее сырой, отварной или на пару. В качестве гарнира к мясу она также прекрасно подходит. В итоге морская капуста становится удивительным и полезным средством для поддержания здоровья и очищения кишечника. Бурый рис. Сегодня бурый нешлифованный рис стал доступным продуктом, но стоит помнить, что для очищения организма он значительно предпочтительнее обычного белого шлифованного риса. В оболочке риса содержатся самые ценные компоненты, которые, к сожалению, разрушаются при обработке белого риса. Бурый рис является настоящим кладезем питательных веществ. Он содержит витамины группы В, ценные микроэлементы, такие как магний, калий, железо, цинк и марганец. Однако наиболее ценными компонентами являются пищевые волокна, которые содержатся в оболочке риса. Они необходимы для поддержания нормальной работы кишечника и здоровья микрофлоры. Бурый рис оказывает благотворное воздействие на иммунитет и кровообращение.
Для приготовления бурого риса рекомендуется промыть его и замочить в воде на 2 часа. Приготовленное блюдо рекомендуется употреблять не менее 2 раз в неделю. Таким образом, бурый рис становится интересным и полезным продуктом, который способствует очищению организма и поддержанию его здоровья. Яблоки. Существует известная старинная английская пословица, которая гласит, что тот, кто ест хотя бы одно яблоко в день, никогда не будет нуждаться во враче. Стоит внимательно прислушаться к этой народной мудрости, ведь в этом замечательном и популярном фрукте содержится целая гамма витаминов и минералов. Например, известная всем аскорбиновая кислота. Яблоки содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, преждевременным старением и риском развития злокачественных опухолей. Одним из ключевых компонентов яблок являются пектины, которые находятся в клетчатке плодов. Они впитывают в себя ядовитые и нежелательные вещества, а затем выводят их из организма через кишечник. Яблоки также эффективно предотвращают запоры, поэтому важно есть их вместе с кожурой, поскольку именно в ней содержится наибольшее количество полезных веществ. Таким образом, яблоки представляют собой удивительно полезный и важный фрукт, который помогает поддерживать наше здоровье. Это источник витаминов, антиоксидантов и пектина. Также они являются вкусным способом борьбы с различными проблемами и обеспечения хорошей работы организма. Сельдерей. Сельдерей – низкокалорийный продукт, он стал поистине популярным среди сторонников здорового питания. Он обладает высоким содержанием клетчатки, что делает его мощным средством для очищения и расслабления кишечника. Когда мы употребляем сельдерей, в организме образуется множество антиоксидантов, включая важный компонент лигнин. Сельдерей действует как естественное антибактериальное и антигрибковое средство, сдерживая рост вредных микроорганизмов в кишечнике и снижая риск развития рака. Он также способствует нормализации уровня сахара в крови, помогает при повышенном артериальном давлении и обеспечивает организм железом, предотвращая малокровие. Одно из замечательных свойств сельдерея заключается в его способности выводить мочевую кислоту, что помогает предотвратить приступы подагры. Свежий сок из сельдерея сохраняет все целебные свойства этого растения, обеспечивая нам целый спектр полезных эффектов. Батат. Батат, также известный как сладкий картофель, является растением, знакомым многим. Однако мало кто знает, что он обладает высоким содержанием клетчатки и пользуется свойствами, способствующими очищению кишечника. Это особенно важно для людей, стареющих и испытывающих снижение тонуса кишечника. Сладкий картофель богат волокнами, которые играют важную роль в поддержании здоровья кишечника. Они помогают улучшить его функционирование и даже справляются с вызовами, связанными с возрастными изменениями. Благодаря своим полезным свойствам батат становится надежным союзником для поддержания кишечного здоровья и общего благополучия. Фасоль. Фасоль, как и другие бобовые растения, играет важную роль в нашем питании, предоставляя нам не только растительный белок, но и клетчатку, необходимую для здоровья. Особенно ценным компонентом для одной фасоли является сафонин – вещество, обладающее мочегонными свойствами. Потребление красной фасоли способствует улучшению работы сердца и почек, а также снижению отеков и повышенного артериального давления. Этот полезный продукт также оказывает положительное влияние на лабораторные показатели, включая уровень холестерина и липидов в крови. Арахис. Орехи являются ценным продуктом, который способствует улучшению работы кишечника. Благодаря присутствию в них фитиновой кислоты в Китае арахис часто употребляют их в отварном виде, в качестве гарнира, так как арахис не только питателен, но и обладает высокой калорийностью. Однако стоит помнить, что при потреблении орехов необходимо соблюдать умеренность и ограничиваться небольшой горсточкой в день, учитывая их высокую калорийность. Важно отметить, что арахис является противопоказанным для людей с аллергией. Зеленый чай. Зеленый чай – это полезный и популярный напиток, который отлично регулирует работу нашего кишечника. Благодаря своему мочегонному эффекту он также прекрасно очищает почки, помогает избавиться от отеков. Зеленый чай обладает
обладает богатым содержанием антиоксидантов, которые способны снижать уровень вредного холестерина и липопротеинов низкой плотности. Особенно ценен зеленый чай для людей, которые страдают от никотиновой зависимости, так как он может смягчить негативное воздействие никотина на организм. Попробуйте этот вкусный и полезный напиток для поддержания здоровья вашего кишечника и всего организма. Освобождение организма от токсинов – это просто и вкусно. Расширьте свои кулинарные горизонты и поделитесь этими вкусными продуктами с друзьями и близкими. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Будьте в форме и оставайтесь в курсе наших последних видео. До новых встреч!